Привет, армия. В тот вечер сцена, которая должна была наполниться смехом, внезапно затихла. Чингук произнес одну фразу, которая оставила Тэхёна без слов, его глаза наполнились слезами, как и миллионы фанатов по всему миру. Что же произошло на самом деле? Давайте узнаем вместе. Были ли слова Чингука просто спонтанным проявлением чувств? Или они вскрыли старые раны, которые наконец-то лопнули на публике? Почему всего одна его фраза могла оставить миллионы фанатов по всему миру безмолвными, а то и вовсе растрогать до слез? И что еще более удивительно, почему Тэхён оказался в центре этого всплеска эмоций? Эти вопросы теперь терзают умы армии, заставляя их вникать в подробности этого момента, который стал вирусным и продолжает обсуждаться. Инцидент начался на мероприятии, изначально задуманном для радости фанатов. Однако посреди теплой атмосферы Чингук внезапно произнес слова, от которых весь зал застыл. Источники на месте происшествия сообщили, что веселая атмосфера внезапно стихла, словно всем нужно было время, чтобы осмыслить то, что только что сказал Золотой Макне из BTS. Многие тут же схватились за грудь, чувствуя стеснение, которое трудно описать. Эти слова были необычными словами. И это не была беззаботная шутка, которую легко забыть. Заявление Чингука в тот вечер звучало наполнено смыслом, словно оно передало историю, никогда ранее не раскрытую публике. Некоторые армии, присутствовавшие на мероприятии, даже утверждали, что видели вспышку эмоций в глазах Чингука, смесь грусти, потери и желания защитить Тэхёна. Было ли это связано со слухами о натянутых отношениях? Или же за улыбкой и милым приветствием перед камерой скрывалась какая-то внутренняя проблема? Что сделало этот инцидент еще более поразительным, так это выражение лица Тэхёна сразу после этих слов. Камера запечатлела его заплаканные глаза. Не секрет, что Тэхён известен как теплый человек, который редко показывает грусть на публике. Но этот момент доказал, что даже весь BTS не застрахован от глубокой душевной боли. Вскоре после того, как видео инцидента распространилось в социальных сетях, хэштеги решетка #StayStrongTaeYoung и решетка #YeLoveYoung как сразу же возглавили мировые тренды. Миллионы комментариев заполонили официальные посты BTS и аккаунты фан-базы, выражая от полной поддержки и сочувствия до глубокой обеспокоенности психическим благополучием двух участников. Несколько ветеранов, следивших за развитием BTS с момента их дебюта, попытались прояснить ситуацию. Они напоминают нам, что отношения Чингука и Тэхёна пережили множество взлетов и падений. Хотя они часто появляются рядом перед камерой, были периоды, когда их редко видели вместе, что породило слухи об эмоциональной дистанции между ними. Однако этот инцидент, похоже, вновь открывает ранее закрытую главу. Инсайдер, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что слова Чингука в тот вечер на самом деле были выражением давно лелеемой им тревоги. По словам источника, Чингук чувствовал, что Тэхён в последнее время нес слишком большую нагрузку, как физическую, так и моральную. Он был свидетелем того, как Тэхён пытался скрыть свою усталость за улыбкой, и это преследовало его при каждой их встрече. Но почему Чингук решил публично заявить об этом? Было ли это стратегией, чтобы послать кому-то сообщение? Или это был незапланированный момент, когда эмоции больше не могли сдерживаться? Корейские СМИ начали копать глубже. Несколько новостных агентств связали инцидент с плотным графиком Тэхёна, который якобы повлиял на его здоровье. Позже сообщалось, что Тэхён получил легкую травму во время репетиции, хотя его агентство утверждало, что с ним все в порядке. Однако слова Чингука, казалось, противоречили этой версии, словно сигнализируя о чем-то более серьезном за кулисами. Ситуация обострилась, когда несколько международных фан-аккаунтов выложили старое видео, где Чингук говорит: «Я всегда переживаю за него, даже когда все думают, что с ним все в порядке». Клип снова стал вирусным, что расценивается как признак того, что эти опасения висят в воздухе уже давно.
Армии по всему миру в ярости, требуя разъяснений от агентства, желая узнать правду об отношениях и благополучии своего кумира. Некоторые фанаты даже начали организовывать масштабные акции поддержки, такие как скупка цифровых рекламных щитов и массовые стриминговые мероприятия для сольных песен Чонгука и Тэхёна. Хотя официального заявления от них не было, этот момент произвел на фанатов глубокое впечатление. Они видят в этом не просто очередное сценическое взаимодействие, а знак того, что даже такой сильный человек, как Чонгук, и такой жизнерадостный, как Тэхён, может быть хрупким, когда бремя становится слишком тяжелым, чтобы нести его в одиночку. Станет ли это поворотным моментом в их отношениях? Или началом новой, открытой главы в отношениях участников BTS? Одно можно сказать наверняка. Слова Чонгука в тот вечер оставили незабываемый момент в истории BTS, момент, который армии по всему миру будут продолжать обсуждать, анализировать и вспоминать. После волны эмоций, потрясшей миллионы армии, пришло время разобраться в возникшем недоумении. Новости, которые вызвали у них слезы на глазах и сердце в шоке, оказались ложными. На самом деле, большая часть информации основана на чрезмерной интерпретации и фрагментах, вырванных из первоначального контекста. Наша редакция провела тщательное расследование, изучив оригинальные кадры, сравнив версии, циркулирующие в социальных сетях, и опросив нескольких свидетелей, присутствовавших на месте происшествия. Результаты показывают, что истинная картина инцидента существенно отличается от драматичной истории, которая доминировала в общественном обсуждении. Во-первых, слова Чонгука, которые, как сообщается, довели Тэхёна до слез, на самом деле прозвучали во время непринужденной и теплой сессии вопросов и ответов. Чонгук действительно серьезно посмотрел на Тэхёна, сказав, что хочет, чтобы тот позаботился о своем здоровье и не перенапрягался. Однако этот тон не был выражением конфликта, разочарования или старых ран. Напротив, это было искреннее выражение друга, с которым они были вместе больше 10 лет. Во-вторых, слезы на глазах Тэхёна на самом деле появились после того, как они рассказали о тяжелых днях стажерства. Источник, сидевший всего в нескольких метрах от сцены, рассказал, что этот момент был трогательным моментом ностальгии для них обоих, а не обидным высказыванием. «Это были слезы счастья», — пояснил один из свидетелей. «Вы же их знаете, они как братья. Иногда эти чувства взрываются, когда они вспоминают долгий путь, который им пришлось пройти». В-третьих, слухи о том, что эти слова сигнализировали о внутренних проблемах в группе, совершенно не подкреплены фактами. Агентство в кратком заявлении на следующий день после того, как видео стало вирусным, подтвердило, что между Чонгуком и Тэхёном нет ни напряжения, ни эмоциональной дистанции. У них очень близкие отношения, и они поддерживают друг друга. Поклонникам ни о чем беспокоиться, говорилось в официальном заявлении. В-четвертых, видео, вызвавшее бурю негодования, на самом деле было всего лишь отрывком из более чем часового видео. В нем было показано всего несколько секунд без полного контекста, что в конечном итоге привело к неверному толкованию. В полной версии, после того, как Чонгук произнес эти слова, Тэхён широко улыбнулся, похлопал Чонгука по плечу и сказал: «Я знаю, ты всегда беспокоился обо мне». Этот момент даже вызвал смех в зале, а не тишину, как в драматичной публикации. В-пятых, всплеск популярности хэштегов вроде «решетка Стайстронг Тай Юнг» и «решетка Елаве Йоуинкак» действительно возглавил мировые тренды, но их главной целью было не утешить двух айдолов, переживших разногласия. Вместо этого эти хэштеги были созданы фанатами как выражение признательности и поддержки их крепкой дружбы. Эти факты ясно показывают, что драматическая история, изображающая отношения Чонгука и Тэхёна на грани разрыва, ложна. Однако распространение этой новости также отражает то, как цифровая эпоха и социальные сети могут усилить эмоциональное воздействие момента, даже превратив его в историю, далекую от реальности. Мы также должны понимать психологию ERMY, которая глубоко эмоционально связана с участниками BTS. В отношениях, которые длятся годами, каждый жест, выражение лица или произнесенная фраза могут вызвать волну сильных чувств.
Когда видеоклипы распространяются без контекста, фанаты склонны заполнять пробелы собственными предположениями, и эти предположения часто принимают наиболее эмоциональный оборот. Это явление также неразрывно связано с ролью развлекательных СМИ, которые часто используют кликбейтные заголовки для привлечения читателей. Заголовки вроде «Слова Чонгука доводят Тэхёна до слез» или «Отношения Чонгука и Тэхёна накаляются» эффективно возбуждают любопытство, но часто в ущерб точности и сбалансированности освещения событий. Вот почему подобные разъяснения крайне важны для коррекции общественного мнения. Для ИРМУАЙ, которые грустили или переживали, эта новость должна стать облегчением. Между Чонгуком и Тэхёном нет ни конфликта, ни разлуки, ни скрытых ран.